Привет! Сегодня я вас познакомлю с Фолкер Квейл. С погодой нам не повезло, начался довольно сильный дождь, но ничего не поделаешь, надо идти. Так выглядит снаружи. Пойдемте вовнутрь, возьмем наши заказанные билеты и пойдем дальше. Здесь магазинчик, как всегда. Флаг Шотландии. В общем, вот таких бычков очень много в Шотландии. В общем, ничего особенного тут нет. Ручки, рыбки. О, шапка Шерлока Холмса. Шарф 28 паундов. 1 паунд — это примерно 100 российских рублей. О, капитанская шапка. Какая? 6 паундов. Не так страшно. Там дальше капа. Вот так примерно. Крошки. Шотландский хаггис, шотландская виски и джин. Тут маленькие бочонки сувенирные с виски. 3,50 цена у него. Там внутри 50 грамм виски. Клубничное малиновое шотландское варенье. Печеньки. Полная ванна утка. Одна утка 6 паундов, 2 10. Вот такие тут сувениры. Вы готовы туда наверх прокатиться? Дождь начался, но ничего. На этом мы поедем. Хотите? Поехали с нами. Все, мы внутри уже кораблика. Ну, дождь идет. Все. Отчаливаем. Спасательный круг есть. Все. Поехали с нами. Картинка будет с каплями дождя. Ничего поделать не могу. Дождь на улице довольно сильный. Заплываем вовнутрь и будем подниматься вверх. Фолкер Квейл — это вращающийся лодочный подъемник в Центральной Шотландии, соединяющий каналы Форт энд Клайд с каналом Юнион. Подъемник назван в честь города, в котором он расположен. Он открылся в 2002 году в рамках проекта Millennium Link. Лодки поднимают на 27-метровую высоту. После поднятия лодки они должны еще пройти пару шлюзов для того, чтобы достичь Юнион Канал, ведь он еще на 11 метров выше. Фолкер Квейл — единственный вращающийся лодочный подъемник в своем роде в мире и один из 2 работающих лодочных подъемников в Соединенном Королевстве. Второй лодочный подъемник находится в Андертон. Колесо на полный круг тратит 1,5 киловатт-часа электроэнергии. Это столько же, сколько вскипятить дома 8 электрических чайников. И вот уже мы поднимаемся на единственном полностью вращающемся лодочном подъемнике в мире. Раньше здесь стоял завод смолы, а теперь колесо заменило 11 шлюзов. Общий диаметр колеса
35 метров. И состоит он из двух рычагов, выходящих на 15 метров за центральную ось. Здесь есть две диаметрально противоположные гондолы, в одной из которых находимся мы. Каждая гондола заполняется водой вместимостью 250 тысяч литров. Каждая гондола шириной 6,5 метров и может вместить в себя до 4 лодок длиной 20 метров. А как выглядят английские стандартные лодки, на которых они плавают по каналу, вы уже прекрасно знаете. Я их вам показывала много раз. Мы уже почти наверху. Перед собой вы видите прямоугольную темную стену. Это шлюз. Шлюзы открываются автоматически при стыковке гондолы и канала. Стыковка на миллиметры проверяется компьютерами. 24 мая 2002 года королева Елизавета II открыла Фолкеркское колесо в рамках празднования своего золотого юбилея. Открытие было отложено на месяц из-за наводнения, вызванного вандалами, взломавшими ворота колеса, ущерб, ремонт которого стоил 350 тысяч фунтов стерлингов, привел к затоплению сухого колодца, повреждению электрического и гидравлического оборудования. Теперь мы уже на самом верху, открываются ворота, и мы отправляемся к туннелю. Как-то наш капитан все время бился об стены гондолы, поэтому у нас получается довольно трясущееся видео. А сейчас мы направляемся в сторону туннеля Rough Castle. Форт в Rough Castle в настоящее время является более хорошо сохранившимся из всех фортов стены Антенайн. Это собственность Национального фонда Шотландии и находится под опекой Министерства энергетики, которое в настоящее время занимается расчисткой и земляными работами на участке. «180-метровый канал Rough Castle был построен для замены пролета шлюзов, которые когда-то соединяли каналы Union и Форт и Клайд. Это было необходимо потому, что форт Антенайн, включенный в список всемирного наследия, пересекает канал. Это был один из первых туннелей, построенных за 100 лет в Великобритании. Выехав из туннеля, заканчивается наше путешествие по каналу. Там мы будем разворачиваться, и, как вы видите уже вдали, там шлюзы.
которые ведут вверх по каналу. Эти покатушки по времени у нас заняли час. Всю дорогу у нас был аудиогид, который рассказывал историю колеса и историю канала. Теперь обратная дорога точно такая же самая. Едем до конца гондолы, опускаемся вниз и выходим. Так как меня просили озвучивать цены, я вам скажу. Взрослый билет стоил 13,50, детский билет стоил 7,50. На нас троих это обошлось 34,50. 1 фунт – это примерно 100 российских рублей. Информационный центр расположен на восточной стороне нижнего бассейна. Там же есть и развлечения для детей. Лодки отправляются примерно раз в час. С момента открытия колеса его посетило примерно 5,5 миллионов человек. Вот и все. Наша прогулка закончилась. Видите, гондола внизу и гондола наверху, где мы с вами уже были. Мощно выглядит, правда?
После каждой группы они чистят всю лодку. Такие сейчас правила. А мы отсюда уезжаем. Едем дальше. Если вы хотите увидеть еще красивые места Шотландии, оставайтесь с нами. А на сегодня все. Пока-пока.